Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Степь не знала пощады. Здесь, где горизонт сливался с выцветшим небом, ветер был единственным постоянным жильцом. Он прочесывал сухую ломкую траву, похожую на волосы глубокого старика, и с силой бился в стены одинокого деревянного домика. Стены скрипели, жаловались, но держались. Этот дом был похож на свою хозяйку, Анну Петровну. Такая же согбенная годами, с иссушенной кожей и глазами, в которых застыла бесконечная осень. Внутри пахло старым деревом, сушеными травами и шерстью. Здесь не звучало радио, не раздавались телефонные звонки. Единственным звуком, помимо вздохов ветра в печной трубе, было мерное, тяжелое сопение на полу. Марс, золотистый ретривер, чья шерсть когда-то сияла, как спелая пшеница, а теперь потускнела от времени, был ее тенью. Его суставы ныли так же, как и ее колени, его походка стала тяжелой, но глаза оставались прежними, глубокими озерами преданности. Они жили в ритме, который понятен только тем, кто остался совсем один. Две жизни, сплетенные в одну тонкую нить, которую так легко оборвать, но на которой держался весь их крохотный мир. Утро началось с резкой боли в груди. Анна Петровна попыталась подняться с кровати, но мир поплыл перед глазами. Дрожащая рука потянулась к тумбочке, но там было пусто. Пузырек с сердечными каплями остался на высокой полке старого буфета, куда она поставила его вчера, когда на мгновение почувствовала себя сильнее. Она попыталась встать, но ноги, давно потерявшие чувствительность, предательски подкосились. Старушка осела на пол, тяжело дыша. «Ох, Марс!» — прошептала она, и в этом шепоте было больше отчаяния, чем во всех молитвах. Пес мгновенно вскочил. Он почувствовал страх хозяйки кожей. Он не понимал слов «стенокардия» или «лекарство», но он видел тонкую стеклянную бутылочку, которую она так часто держала в руках. Марс подошел к буфету. Он был стар, и прыжок мог стоить ему вывиха, но он не раздумывал. Пес встал на задние лапы, передними упершись в шаткую дверцу. Его когти со скрипом проехали по дереву. Осторожно, с точностью ювелира, он перехватил зубами стеклянный флакон. Ни единой трещины, ни единого лишнего движения. Марс подошел к женщине и аккуратно опустил лекарство прямо в ее ладонь. Анна Петровна дрожащими пальцами отсчитала капли. Через 10 минут туман перед глазами начал рассеиваться. Она притянула тяжелую голову пса к себе и зарылась пальцами в его густую шерсть. «Только ты и остался у этой старухи», — тихо произнесла она. «Только ты, мой золотой». Это не было жалобой на судьбу. В ее голосе звучало смирение. Дети давно уехали в большие города, письма сначала стали редкими, а потом и вовсе прекратились. Друзья ушли в мир иной. Остались только степь, ветер и это преданное существо, которое понимало ее лучше, чем кто-либо из людей. Запасы еды подходили к концу. На кухонном столе лежал последний кусок хлеба, зачерствевший, серый, как сама жизнь в этом поле. Анна Петровна разломила его пополам, но, взглянув на Марса, который тихо сидел у ее ног, она вздохнула и пододвинула обе части к нему. «Ешь, сынок, тебе нужнее, у меня еще вода есть». Марс посмотрел на хлеб, потом на хозяйку. Он не прикоснулся к еде. Его инстинкты говорили ему, что вожак слабеет. Пес подождал, пока женщина уснет в своем кресле, укрывшись старой шалью, и тихо толкнул носом дверь.
До ближайшего городка было несколько километров по пыльной обочине. Марс шел долго. Его лапы болели, подушечки горели от раскаленной земли, но он не останавливался. Город встретил его шумом, запахом бензина и людским равнодушием. У мусорных баков за рестораном его встретил оскал молодого бродячего пса. Марс не стал драться, у него не было на это сил. Он поплелся к лавке, откуда доносился сводящий с ума аромат жареной курицы. «А ну пошел вон!» — закричал продавец, замахиваясь на него полотенцем. «Развелось тут попрошаек! Иди отсюда, блохастый!» Марс отступил. Он не обижался. Он просто не понимал, почему мир, в котором так много еды, не может поделиться крошкой с той, кто умирает в домике посреди поля. Он сел на углу улицы, его золотистая шерсть покрылась серой городской пылью. Его взгляд, полный немой мольбы и достоинства, заставил одного прохожего остановиться. Мужчина в рабочем комбинезоне как раз выходил из магазина с пакетом. Он посмотрел на пса, на его выступающие ребра, на его седую морду. «Эй, малыш, ты чей такой потерянный?» Мужчина достал из пакета целую курицу-гриль, завернутую в фольгу. «На, ешь. Видно, что неделю не жрал». Марс аккуратно взял пакет за край. Мужчина ожидал, что пес тут же разорвет упаковку и начнет жадно глотать мясо, но Марс лишь вильнул хвостом и, развернувшись, зашагал прочь из города. Он не съел ни кусочка. Он нес это сокровище той, чьи руки пахли лаской и одиночеством. Когда он вернулся, небо уже окрасилось в багровые тона заката. Он положил пакет на одеяло спящей Анны Петровны. Она проснулась от шороха фольги и долго не могла поверить своим глазам. В тот вечер они пировали. Они делили курицу поровну, кусочек за кусочком, сидя в сумерках, и это был самый вкусный ужин в их жизни. Беда пришла в ясный день. Анна Петровна решила выбраться на веранду, чтобы подышать свежим воздухом. Ее старая инвалидная коляска, давно требующая ремонта, скрипела при каждом повороте колес. Марс бежал рядом, радуясь редкому выходу в свет. Тропинка, ведущая от дома к небольшому пригорку, была неровной. Анна Петровна не заметила, как правое колесо попало в выбоину. Она попыталась затормозить, но старый металл не выдержал. Раздался резкий щелчок. Тормоза отказали. Коляска, набирая скорость, покатилась вниз по крутому склону, ведущему к оврагу. «Марс!» — только и успела крикнуть она. Удар был не сильным, но резким. Коляска перевернулась, и женщину выбросила на жесткую, колючую траву. Она попыталась подняться, но ее тело ниже пояса было мертвым грузом. Она оказалась в ловушке на дне небольшого склона, скрытая от дороги и дома высокой травой. Небо, еще утром такое лазурное, внезапно затянуло свинцовыми тучами. Ветер перерос в штормовой. Первые капли дождя, крупные, холодные, ударили по лицу. Марс метался сверху вниз. Он хватал ее за рукав кофты, пытаясь тянуть, но что мог сделать старый пес против веса взрослого человека? Он лаял до хрипоты, призывая на помощь, но вокруг были только пустота и стон ветра. Перед псом стоял выбор, который ставят перед героями в книгах. Бежать к дороге? Но по ней машины проезжали раз в сутки. Бежать в город? Это слишком долго. Остаться? Он выбрал остаться. Дождь превратился в ледяной ливень. Температура стремительно падала. Для пожилого человека с подорванным здоровьем переохлаждение было смертным приговором. Анна Петровна дрожала так сильно, что зубы стучали. Ее одежда насквозь пропиталась водой. «Уходи, Марс, беги в дом, спасайся».
шептала она синеющими губами. Но Марс не ушел. Он понял, что сейчас он не просто собака, он — единственное тепло в этом остывающем мире. Он лег рядом с ней. Сначала он прижался к ее парализованным ногам, пытаясь согреть их своим телом. Потом, чувствуя, как дрожит ее грудь, он переполз выше и лег сверху, как живое, тяжелое, горячее одеяло. Его золотистая шерсть быстро намокла и отяжелела, он сам дрожал от холода, который пробирался к костям, но он не шелохнулся. Ночь была бесконечной. Тьма давила сверху, дождь хлестал по морде пса, заливая глаза, но он только плотнее прижимался к своей хозяйке. Он отдавал ей все — калории от той вчерашней курицы, тепло своего сердца, саму свою жизнь. Он чувствовал, как ее дыхание становится ровнее, как она засыпает тяжелым, спасительным сном, согретая его мехом. Марс закрыл глаза. Ему снилось солнце, снилось, как он, молодой и сильный, бежит по этому полю, а Анна Петровна, еще молодая, в красивом платке, зовет его по имени. Ему было тепло в этом сне, и он решил не просыпаться. Утром тучи разошлись, пропуская первые бледные лучи солнца. Водитель грузовика, перевозивший сено, притормозил у края дороги. Ему показалось, что во враге блеснуло что-то металлическое. Спустившись вниз, он увидел страшную и одновременно величественную картину. В траве лежала пожилая женщина. Она была без сознания, но ее грудь мерно вздымалась. Она была жива. А сверху, укрывая ее от шеи до колен, лежал большой золотистый пес. Его шерсть превратилась в ледяную корку, голова покоилась на плече женщины. Когда спасатели и врач приехали на место, они долго не могли разжать объятия этой странной пары. «Она жива только благодаря ему», — сказал врач, проверяя пульс у Анны Петровны. Он сработал как биологический обогреватель. Невероятно! Они попытались позвать пса. «Эй, парень, вставай! Ты молодец!» Все закончилось. Но Марс не поднялся. Его сердце, изношенное годами и отдавшее последний запас тепла в ту страшную ночь, остановилось на рассвете. Он ушел тихо, выполнив свой долг до конца. Анну Петровну забрали в больницу. Она поправилась, насколько это возможно в ее возрасте. Но когда она вернулась в свой домик в поле, тишина стала другой. Теперь это была тишина памяти. Она похоронила Марса на том самом пригорке, где он когда-то любил сидеть, подставляя морду ветру. На небольшом камне она не стала писать дат. Там была только одна фраза: «Самый человечный из всех, кого я знала». Животные не умеют говорить о любви. Они не пишут стихов и не дают клятв у алтаря. Но в их молчании больше правды, чем в тысячах человеческих слов. Они не выбирают нас за богатство или красоту. Они просто любят до последнего вздоха, до последней искры тепла в остывающем теле. Эта история — напоминание каждому из нас. Оглянитесь вокруг. Возможно, рядом с вами живет маленькое существо, для которого вы — весь мир. Будьте добрее, будьте сострадательнее. Ведь иногда, чтобы остаться человеком, нам нужно поучиться человечности у тех, кто даже не умеет говорить.